На неделе я посетил небольшую норвежскую деревню, и я подумал, что это неплохая идея показать вам, как выглядит обычная деревня в Норвегии и что имеется из инфраструктуры у местных жителей. Деревня называется Орнес, и тут живет примерно 1500 человек. Я был здесь в обычный будний день, и деревня, как и полагается, мне показалась довольно тихой. Машин было немного, как и, впрочем, людей на улице. Но при этом в магазинах было заметно больше людей. Скорее всего, это связано с тем, что в день моего визита люди уже начали готовиться к католической Пасхе, и люди постепенно закупались к праздникам. Сам поселок выглядит довольно компактным. Основная инфраструктура находится практически в одном месте. В центре есть небольшой участок, где расположены сразу несколько магазинов, аптека и разные учреждения, от полиции до центра занятости. Здесь работают сразу 3 продуктовых магазина: Spar, Extra и Rema 1000. Для населенного пункта с примерно 1500 жителей это довольно много, если сравнивать с небольшими населенными пунктами в странах СНГ. Обычно там бывает 1 магазин или максимум 2. Здесь же работают крупные сетевые супермаркеты. Рядом также есть аптека и государственный магазин алкоголя. Также здесь я нашел тренажерный зал, который находится на 2-м этаже, и, судя по Google картам, внутри он выглядит довольно-таки неплохо. Также мной было замечено несколько кафешек, то есть основные вещи для жизни в деревне доступны прямо на месте. Также в деревне расположена администрация коммуны, и рядом с ней есть площадка для детей и место для костра. Выглядит уютно, а также к зданию администрации прилегает небольшая пожарная часть. Тут, кстати, разместили скульптуру, собранную из мусора, и есть пояснительная табличка, которая указывает, что этот проект был реализован совместно с португальским художником, и цель проекта – обратить внимание на проблему мусора и загрязнения природы. Еще одна интересная деталь – это доска объявлений в магазине. На ней можно увидеть информацию о различных местных мероприятиях. Например, я заметил объявления о шахматных встречах по субботам, а также здесь есть встречи, где люди собираются вместе вязать. А на Пасху, например, планируется встреча у костра. Такие вещи показывают, что даже в небольшом поселке у людей есть своя общественная жизнь. В Орнес также есть школа и спортивная площадка. А также я нашел небольшую скейт-площадку для детей и подростков. Что до самой деревни, то в основном она состоит из частных домов. Есть несколько небольших многоквартирных домов, примерно до 5 этажей, но их немного. Отдельную роль здесь играет море. Орнес расположен прямо на побережье, и сюда регулярно заходит круизный лайнер Hurtigruten, который ходит вдоль всего норвежского побережья, от Бергена до Киркенеса. Также здесь есть паромный причал и небольшая портовая зона. Если говорить честно, это не туристическое место, здесь нет каких-то известных достопримечательностей или большой набережной для прогулок. Но Орнес – это пример обычного небольшого норвежского поселка, где есть все необходимое для повседневной жизни. А вокруг море и горы, которые делают такие места по-своему красивыми. А как вам такая деревня на севере Норвегии? Смогли бы вы жить в таком месте? Пишите в комментариях.